Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас будет необычное видео. Я хочу вместе с вами провести один эксперимент. Дело в том, что я недавно думала, а почему нельзя прививать же древовидные пионы? А почему нельзя привить итогибрид? Ведь он тоже получает, вот осенью мы получаем такие вот одревесневевшие ростки с почечками. И я решила попробовать. Я поискала в интернете информацию, нигде не нашла. И решила попробовать. А почему бы нет? Не получится, так не получится. А если получится, тогда будет хорошо. Ведь мы все знаем, что итогибриды – это довольно-таки дорогое удовольствие. Вот я взяла корешки молочно-цветкового пиона. Мы знаем, что прививают на молочно-цветковый. Ой, что-то не могу. Вот так. Угу. Вот такие корешки. Я посмотрела видео, как прививают древовидные пионы. Там я узнала, что сантиметров 10 корешок будет достаточно. Ну и начнем. Вот мы берем такой череночек. Здесь такая хорошая почка. Это у меня борзела. Я взяла вот такой вот бумажный ножик. Он довольно-таки острый, и им хорошо делать прививки. Так, берем, немножко углубляем его и срезаем. Вот так. Так вот. Вот смотрите, какая серединка получается. Видите? Здесь у него все зеленое. И я еще подумала, почему я подумала про такую прививку. Я видела в интернете еще девочки прикапывали, вернее, здесь повыше надо сделать немножечко. Прикапывали в начале лета побеги от пионов, итогибридов, в надежде получить корни. Ну, корни они не получили, но ростки эти были живые. Ну, тогда, если они живые, может быть, они смогут и срастись. Вот. Здесь мы делаем разрез. Такой вот. Ну, прививка ничем не отличается. Я эти тонкости не знаю, как они называются, но она ничем не отличается, как все прививки. Я раньше прививала розы. Вот смотрите, корень и сам стебель, они разного диаметра, поэтому нужно обязательно, чтобы с одной стороны камбиальные слои вот так вот совпали. С одной стороны. Вторая сторона для нас значения не будет иметь. И приматываем. Я взяла для этого просто от пищевой пленку рулона отрезала вот такой кусочек. Я уже сказала, что я часто пользуюсь, прививаю розы довольно-таки успешно. Ну, для себя, конечно. Здесь самое главное удержать правильно его. И хорошо придавить. Вот так. Немножко выше возьму, чтобы не попадала туда влага. Вообще-то интересно. Друзья мои, я приглашаю вас на дискуссию в комментариях. Пишите, что вы думаете об этом. Может быть, кто-то сам пробовал уже это делать, у кого-то, может быть, получалось или не получалось. Просто интересно. Вот такой еще один корешочек берем.
Вот смотрите, какая хорошая почка. Вот таких веточек же много образуется у итогибридов по осени. Почему бы не попробовать? Здесь мы делаем немножко как плечики, немножко загоняем ровненько ножик под кору. Не знаю, наверное, сместила немножко, ну так вот. Под кору немножко загоняем, как плечико делаем. И потом делаем срез. Ну, вот такой у меня здесь получился. Сделаю еще раз немножечко выше. Замечательно. Конечно, на это все нужно навыки. Может быть, я что-то неправильно делаю. Но мне это интересно. Поэтому вот так я сделала. Вот. Посмотрите, какой клинышек. Здесь вторую сторону я не обрезала. Это, наверное, не обязательно. Вот непонятно, где у меня теперь здесь конец на этом, а где начало. Возьму другой корешок. Вот другой корешочек возьму. Здесь хорошо видно. Вот. Ой, так пахнут вкусно, необычно пионы, корни пионов. Так, сейчас я вот здесь немножечко поровнее сделаю. Так. И этот клинышек вот сюда, по самые плечики, которые мы сделали. И зажимаем, чтобы камбиальные слои у нас совпали. Вот. Видите как? Вот так. Здесь вот самое главное, что когда начинаете обмотку, нужно, чтобы это все у нас также и сохранилось. Сейчас я немножечко его... Плотно заматываем. Ну вот. Сюда положим 2 штуки. Сейчас я посмотрю. Вот. Здесь они у меня немножечко... Я их все время обсыпаю пеплом. Вот так. Еще один сделаем. Делаем, вводим под кожу, под кору и делаем срез. Здесь какой-то он темноватый, мне не очень нравится. Хотя, с другой стороны, нормальный. Сделаю повыше. Что, конечно, желательно, чтобы было, мне кажется, что зеленого цвета. Нет, этот мне не очень нравится. Вот возьму вот этот. Вот здесь, смотрите, какая почечка хорошая. Вот видите, здесь зеленая. Такое.
Здесь делаем разрез. Вот так. И начинаем заматывать. Вот. Ну, еще один попробуем. Здесь. Да, я выдержала их, они вот такого у меня цвета, я их выдержала в растворе марганцовки. Поэтому они немножечко такого темноватого цвета. Вот так. И совмещаем одну сторону. Сейчас я посмотрю, какая здесь получше. Комбиальные слои. Вот так вот. Вот. Замечательно. И делаем тугую обмотку. Вот так вот. Здесь у меня вот стоит свечка. Сейчас я ее потушу, чтобы я могла вот эту часть немножко запарафинить. Вот так вот. Чтобы не испарялось у нас там ничего. Вот так. Ну вот. Я сделала 4 прививки. Остальные я доделаю сейчас. Покажу вам только, как я буду их укладывать. Вот здесь вот такие опилки у меня. Слегка влажные. Слегка влажные опилки. Я их вот так вот уложу. Пересыплю другими. Вообще, мне кажется, если это получится, это будет
Просто замечательно. Представляете, нам не нужно будет тратить такие огромные деньги на ито-гибриды. То есть можно взять у кого-то, у соседа, у знакомого какую-то веточку осенью ито-гибрида, или поменяться, дать свою и взять у него, вот так вот привить и получить результат, возможно. Поэтому, дорогие друзья, вот так вот получится. Я поставлю это в прохладное место. Как писали при прививке древовидных пионов, их оставляют в прохладном месте на 3-4 недели для срастания прививок. И после этого, если прививка срослась, их сажают в горшки или на постоянное место жительства. Так что, дорогие мои друзья, будем ждать результата. Посмотрим, что у нас будет через 3-4 недели. Если хотите наблюдать за мной дальше, результаты этого эксперимента, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Ведь мне кажется, что это очень-очень интересная тема. Может быть, кто-то так уже делал. Может быть, кто-то знает какие-то биологические особенности, почему так можно делать или нельзя вообще. Давайте дискутировать. Всего хорошего.